Глава 1466. Раса злых драконов. Демонические монархи много обсуждали перед Ханли, но никто из них больше не упоминал его в своих обсуждениях. В этот момент Ханли уже отступил в сторону и тайно осматривал этих демонических монархов. Честно говоря, двумя самыми загадочными и непостижимыми существами среди этих 4 демонических монархов были Лю Цзу и Ди Сюэ. От первого исходила очень тревожная ледяная аура, и он даже не выглядел как живое существо. Если бы не тот факт, что он явно двигался и разговаривал, Ханли бы решил, что он был неодушевленным предметом. Последнее также было для него совершенно непостижимо, поскольку обе фигуры в красных одеждах были полностью идентичны во всех отношениях. Их голоса, рост и аура были полностью идентичны, и их обоих называли Дисюэ, что еще больше усугубило замешательство Ханли. Что касается Му Цин и седой красавицы, Ханли примерно понял их происхождение. Тело Му Цина было окутано черным слоем, сквозь который даже его глаза духовного прозрения не могли видеть, но он мог уловить слабую полоску зеленого сквозь черный свет. В сочетании с чрезвычайно чистой духовной силой древесного элемента, исходящей из ее тела, Ханли был почти уверен, что она была редким древесным демоническим духом, но он не знал, из какого древесного духа состоит ее тело. В теле седой красавицы была самая плотная инская ци, которую он когда-либо видел. Кроме того, судя по разговору между демоническими монархами, Ханли мог определить, что она была призрачным демоном. Таким образом, тот факт, что она смогла проявить тело, идентичное телу обычного человека, был достаточным показателем ее силы. Тем не менее, Ханли также заметил, что тело Юанья также содержало плотную инскую ци, предполагая, что она также больше не была обычным человеком. Однако она не была настоящим призраком, как седая женщина, поэтому ей пришлось пойти немного другим путем. Ситуация Янли была идентична ситуации с Юанья. Судя по аурам, исходящим от их тел, они оба находились только на ранней стадии божественной трансформации. То, что им было разрешено сопровождать седовласую красавицу с их уровнем культивации, означало, что женщина искренне их обожает или хранит для других целей. Дискуссия между демоническими монархами длилась недолго. Время от времени возникали столкновения мнений, но они быстро разрешались дипломатическим голосованием. Через некоторое время все обсудили и собирались уходить. Му Цин поднялась на ноги и лично проводила демонических монархов. 2 существа в красных мантиях, уходя, случайно проходили мимо Ханли, и один из них спросил: «Это ты уничтожил 2 отправленных мною марионеток?» Ханли, немного помедлив, поклонился и честно ответил: «Они действительно были уничтожены мной. В то время я не знал, что они принадлежат вам, старший, поэтому, пожалуйста, не обвиняйте меня». Хе-хе, пары кровавых марионеток недостаточно, чтобы я разозлился. Однако я не могу оставить все как есть. Почему бы тебе не сделать мне небольшое одолжение в какой-то момент в будущем, чтобы компенсировать это? Предложил Ду Сюэ. Услышав это, Ханли слегка замялся, но когда он снова поднял голову, 2 фигуры в красных мантиях уже прошли мимо него, словно они вообще с ним не разговаривали. Брови Ханли нахмурились, и он невольно почувствовал, что проблем у него стало больше. Последними вышло трио седовласой красавицы, и они также прошли мимо Ханли. Красавица только улыбнулась ему, но ничего не сказала. Юанья старалась казаться совершенно равнодушной, словно даже не видела его. Янли, напротив, моргнула и смотрела на Ханли с задумчивым выражением на лице. Губы Ханли внезапно еле заметно дернулись, после чего одна из его рук внезапно сжалась в кулак в рукаве его мантии. Как только все ушли, Сюэду повернулся к Ханли с улыбкой и сказал: «Поздравляю, брат Хань». «С чем меня поздравлять? Я все еще в неведении. Вы знаете, что они имели в виду, когда говорили об овладении истинной силой моей божественной дьявольской молнией, старшая Сюэ?» Спросил Ханли с кривой улыбкой на лице. К удивлению Ханли, Сюэду на самом деле дал ему подробный ответ. «Хе-хе, я действительно немного знаю об этом. В древние времена божественная дьявольская молния была широко известной божественной дьявольской молнией с главным элементом дерева и одной из 5 элементных истинных молний. Она специализировалась на победе дьявольской ци и остальных злых существ, и ее сила намного превосходила даже мою небесную кровавую молнию. Однако, если эта молния не будет усовершенствована особым методом, владелец может высвобождать лишь крошечную часть ее силы. Во время правления расы злых драконов в древние времена они уничтожили весь золотой молниеносный бамбук, который только смогли найти, и по сути стерли существование божественной дьявольской молнии с лица мира духов, так что ее особая техника усовершенствования, естественно, была утеряна. По крайней мере, я не знала об этой технике. Раса злых драконов. Услышав это, Ханли слегка запнулся. Он никогда не слышал о такой расе в мире духов, когда был на человеческой территории. «Хе-хе, ты никогда не слышали о такой расе, господин Даосист Хань?» В этом нет ничего удивительного.
Из-за чрезмерно жестокого и деспотичного обращения с другими расами в древние времена объединенное восстание всех других рас свергло их деспотическое правление. Все нынешние основные расы мира духов стали известными после этой эпической войны, в то время как имя расы злых драконов кануло в небытие, объяснил Сюэду, давая Хань Ли краткий урок истории в процессе. Хань Ли был немного ошеломлен этой информацией. Каким образом книги истории человечества и расы летающих духов не смогли зафиксировать такое монументальное событие? Несмотря на замешательство, он воздержался от вопросов. Между прочим, когда я говорю о древних временах, я имею в виду далекое прошлое. На тот момент ваша раса летающих духов еще даже не возникла, поэтому у них, естественно, не было никаких записей об этом в истории, усмехнулась Сюэду, по-видимому, заметив замешательство Хань Ли. Понятно. Хань Ли сразу же все понял. Согласно историческим записям человеческой расы, они появились в мире духов после расы летающих духов, поэтому неудивительно, что у них также не было записей по этому поводу. Пока Хань Ли и Сюэду болтали друг с другом, за деревянным залом послышались шаги, и в дверь вошла Му Цин. Сюэду сразу же прекратил разговаривать с Хань Ли, направляясь к Му Цин, и почтительно поприветствовал ее. Му Цин кивнула в знак признательности, а затем села обратно на свой гигантский золотой цветок, поддерживая рукой подбородок, словно размышляя в тишине. Казалось, она обдумывала трудное решение и долгое время ничего не говорила. Хань Ли не знал, что происходит, поэтому бросил взгляд на Сюэду, чтобы оценить его реакцию. На лице кровавого змея было спокойное и собранное выражение. Похоже, он уже привык к подобным явлениям. «Послушай, господин даосист Хань, меня не волнует, о чем ты думаешь, но ты должен овладеть божественной дьявольской молнией под моей опекой за эти 2 года. Как только ты это сделаешь, я придумаю способ отказаться от тех 2 лет, что ты должен провести с этой призрачной ведьмой, понял?» Изнутри черного света раздался голос Му Цин. Выражение лица Хань Ли слегка дрогнуло, и он ответил с кривой улыбкой на лице: «Я обязательно сделаю все возможное, старшая Му Цин». Тебе лучше сделать все, что в твоих силах. В противном случае я не позволю тебе пойти к той призрачной ведьме, не оставив тебе памятного подарка на память обо мне». Голос Му Цин внезапно стал холодным и отталкивающим. Сердце Хань Ли дрогнуло, и ему осталось только замолчать. «Через 3 дня отправляйся в мою пещеру деревянной эссенции. Я буду инструктировать тебя, как овладеть своей молнией в течение этих 2 лет. Сюэду, я оставлю тебе подготовку к кровавой жертве на это время», — серьезным тоном сказал Му Цин. «Да, моя госпожа». Сюэду был удивлен услышать это, но, естественно, принял его приказ. Хань Ли также слегка запнулся в ответ. После этого Му Цин снисходительно махнула рукой, сказав: «Хорошо, я немного устала, так что все вы можете пока вернуться». Хань Ли и Сюэду ушли, почтительно попрощавшись с ней. Как только они вышли из холла, Сюэду внезапно сказал: «Так, тебе повезло, брат Хань. Кто бы мог подумать, что моя госпожа лично собирается тебя учить. Это прекрасная возможность для тебя». «Вот как. Я даже не знаю, смогу ли я справиться со своей молнией за 2 года», — Хань Ли мрачно покачал головой. «Ха-ха, тот факт, что моя госпожа сказала это, указывает на то, что она доверяет тебе, так что ни о чем беспокоиться, брат Хань. У меня все еще есть дела, о которых мне нужно позаботиться, поэтому сейчас мне пора». Сюэду усмехнулся и улетел прочь в виде полоски малинового света. Хань Ли стоял на месте и смотрел на удаляющуюся полоску малинового света. Как только змей скрылся из виду, он медленно вернулся в свою гостевую резиденцию. Вскоре после этого Хань Ли вернулся в свой павильон. Он немедленно активировал свое ограничение, чтобы никто не мог вести за ним наблюдение, а затем сел на кровать с мрачным выражением лица. Вскоре он внезапно поднял руку и взглянул на свою ладонь. На его ладони появился черный иероглиф размером с рисовое зерно, и после внимательного изучения Хань Ли обнаружил, что это иероглиф Юань. Увидев это, на лице Хань Ли появилось своеобразное выражение. Если раньше он немного скептически относился к личности Юанья, то теперь весь этот скептицизм исчез. Этот иероглиф беззвучно появился в его руке, когда Юанья прошла мимо него ранее. Во время этого процесса не было никаких следов духовных колебаний, поэтому даже 4 демонических монарха не смогли ничего обнаружить. Было довольно удивительно, что простой культиватор божественной трансформации был способен на что-то подобное. Хань Ли протянул палец и осторожно коснулся иероглифа «Юань» на своей ладони. Вспышка зеленого света вырвалась с кончика его пальца, чтобы стереть этот иероглиф. Затем он засунул руки в рукава и с нерешительным выражением на лице начал обдумывать свою ситуацию. Через несколько мгновений он внезапно снова протянул ладонь. Раздался низкий раскат грома, и над его ладонью всплыл золотой шар размером с кулак, и его масса слегка колебалась. По его поверхности также вспыхивала серия мерцающих электрических нитей.
Хань Ли бесстрастно оценил шар молнии, а затем прищурился. Глава 1467. Пещера древесной эссенции. Много лет назад он нечаянно вырастил побег из золотого молниеносного бамбука, что позволило ему усовершенствовать свои мечи лазурные облачные мечи, а также постигнуть божественную дьявольскую молнию, но он никогда бы не подумал, что эта молния окажется такой потрясающей, даже без каких-то особых методов уточнения. Если бы божественная дьявольская молния действительно оказалась одной из 5 элементных истинных молний мира духов, и ее силу действительно можно было бы значительно увеличить, тогда она стала бы ошеломляюще мощной. В таком случае это сразу стало бы одним из его козырей. Быть способным приручить его божественную дьявольскую молнию, безусловно, было бы хорошо, но необходимость отправиться в это адское место определенно навлекла на себя огромный риск для него. Если он не будет осторожен, вполне возможно, что он может даже умереть в этом месте. К счастью, оказалось, что до того, как ему придется столкнуться с этим испытанием, оставалось еще около 6 лет, поэтому он мог тщательно обдумать свою ситуацию в течение этого времени, возможно, позволив ему разработать какой-то план, чтобы избежать этой опасности. Более того, было большим сюрпризом снова увидеть здесь Юанья. Много лет назад она была готова пожертвовать своим собственным уровнем культивации на стадии формирования ядра, чтобы спасти Янли, и это, естественно, было достойно уважения и восхищения. Однако по прошествии стольких лет было еще неизвестно, остается ли она тем, кто дорожит своей связью с другими. В конце концов, самое непостоянное в этом мире — человеческое сердце. Однако Юанья воздержалась от раскрытия того факта, что они были знакомыми, и это было большим облегчением для Хань Ли. Несмотря на то, что ему не нужно было скрывать тот факт, что он просто выдавал себя за существо из племени летающих духов, он все же не хотел, чтобы его истинное происхождение было раскрыто демоническим монархом земной бездны. Хань Ли молча вспомнил все воспоминания о Юанья. Они встречались несколько раз, первый из которых был в секретной комнате в зале небесной пустоты. В то время она купалась в источнике, и образ ее безупречного тела промелькнул в его голове, в результате чего сердце Хань Ли невольно дрогнуло. Однако фигура Наньгун Ван всплыла из глубины его сердца, и в сознание Хань Ли сразу же вернулось чувство ясности. По прошествии стольких лет, если бы все прошло гладко, она, скорее всего, достигла стадии божественной трансформации в мире людей. Хань Ли задавался вопросом, сколько времени потребуется, чтобы он воссоединился со своей любимой компаньонкой здесь, в мире духов. Внешность и голос Наньгун Ван, а также воспоминания об интимных временах, которые они провели в небесном южном регионе, промелькнули в голове Хань Ли, и на его лице появилась легкая улыбка, купаясь в теплых воспоминаниях о былых временах. Спустя долгое время, когда голос Наньгун Ван постепенно исчез из его разума, в его сердце всплыла еще одна группа изящно красивых черт лица, и он снова погрузился в период сентиментальных воспоминаний. По прошествии неопределенного периода времени Хань Ли тяжело вздохнул и, наконец, пришел в себя с кривой улыбкой на лице. Он не думал, что появление Юанья вызовет у него такой долгий путь из воспоминаний. К счастью, поблизости не было никого, кто бы недоброжелательно относился к нему. В противном случае он оказался бы в опасности, полностью погрузившись в свои воспоминания. Однако, видя, что он не сможет покинуть земную бездну в ближайшее время, у него всегда будет возможность снова встретиться с Юанья. Таким образом, ему не нужно было спешить с ней связаться. С учетом этого на его лице снова появилось задумчивое выражение. 3 дня спустя Хань Ли стоял перед небольшой горой и смотрел на странную горную поверхность, вся поверхность которой была зеленой и прозрачной, как нефрит. В его глазах быстро промелькнула тень удивления. Это пещера древесной эссенции, в которой я культивирую во время уединения. В мире духов очень мало мест с таким обильным количеством духовной ци древесного элемента, и те, кто использует искусство культивации древесного элемента, смогут насладиться быстрым прогрессом во время своей культивации здесь, гордо сказала Му Цин. Хань Ли пришел встретиться с Му Цин, как и было сказано, и Му Цин провела его через несколько гор, а затем вошел в препятствие, заполненное густым туманом, и, наконец, остановиться в этом странном месте. Они были довольно далеко от его прежних жилых помещений, и это было большим сюрпризом, что Му Цин устроила здесь свое место для культивации. Однако весь зеленый склон горы был гладким, как зеркало, и не было видно ни одной пещеры. Хань Ли несколько раз пробежал своим духовным чутьем по горному склону, но не смог обнаружить ничего, кроме того, что попадалось на глаза. Таким образом, на его лице появилось своеобразное выражение. Му Цин шагнула вперед и нежно провела рукой по склону горы. На склоне горы внезапно вспыхнул зеленый свет, после чего появилось большое отверстие, открывшее зеленый проход, ведущий прямо в самое сердце горы.
Вход в проход был закрыт многослойным зеленым световым барьером, а на ближайшей скале была вырезана серия странных рун, создававших довольно незаметный и таинственный эффект маскировки. Хань Ли был ошеломлен увиденным. Как его мощное духовное чутье не смогло обнаружить этот проход, оказалось, что эти демонические монархи земной бездны действительно обладали некоторыми непостижимыми способностями. С этого момента ему придется проявлять к ним особую осторожность. Му Цин вошла в проход, и на нее не повлиял зеленый световой барьер. Хань Ли на мгновение помедлил, а затем последовал за ней. Световой барьер тоже не был для него препятствием, и вскоре после того, как он прошел через него, вход в проход снова исчез. Не только это, но и весь зеленый склон горы вскоре после этого стал совершенно тусклым. На другом конце Хань Ли шел за Му Цин в этом коридоре долгое время, прежде чем они наконец достигли довольно небольшого зала. В зале было совершенно пусто, и не было ничего, кроме 7 проходов, ведущих в другие места. Как только Хань Ли вошел в этот зал, он почувствовал богатую духовную ци древесного элемента, исходящую от окружающих его стен, и это было то, что наполнило его восторгом и беспокойством. Он был в восторге от того, что духовная ци элемента дерева была здесь такой плотной, и казалось, что с такими исключительными возможностями овладения божественной дьявольской молнией за 2 года не было совершенно невозможным. Однако в то же время он был обеспокоен тем фактом, что Му Цин позволила ему использовать такое исключительное место для культивации. Это указывало на то, что она намеревалась задержать его, и ему будет нелегко вырваться из-под контроля этого демонического монарха в будущем. «Идем со мной, я обустрою место, где ты останешься. Ты проведешь здесь следующие 2 года, и тебе запрещено делать хоть один шаг из этой пещеры деревянной эссенции. Мы уже установили чрезвычайно мощное ограничение в окрестностях. Если я не открою ее для тебя, ты не сможешь покинуть это место», сказала Му Цин равнодушным голосом, полным уверенности. Губы Хань Ли дернулись, но он ничего не сказал, молча следуя за Му Цин в один из проходов, которые вели из комнаты. Пройдя через большой сад, наполненный странными и экзотическими растениями, Хань Ли был доставлен к большим желтым воротам, отделанным каким-то неизвестным металлическим материалом. Му Цин остановилась и сказала: «Это секретная комната, в которой я часто медитирую, но пока я позволю тебе жить в ней. С этого момента я буду учить тебя овладевать божественной дьявольской молнией 1 раз в 7 дней. В полдень 7-го дня просто приходи в холл, чтобы найти меня. Хорошо, теперь можешь войти. Я пойду в другую секретную комнату. Помимо нескольких важных мест, для которых я установил ограничения, здесь ты можешь идти куда угодно. Спасибо за доброту, старшая». Хань Ли поспешно выразил свою благодарность. Однако Му Цин просто равнодушно взглянула на Хань Ли и ушла, исчезнув из поля зрения после того, как она завернула за угол. Только тогда Хань Ли тяжело вздохнул и вошел в секретную комнату за металлическими желтыми дверями. Время пролетело мгновенно, а год пролетел в мгновение ика. Однажды в огромном пространстве тумана, над небольшой приземленной горой, внезапно возникло странное явление. На малых высотах стали сходиться бесчисленные темные облака, и вслед за ними вспыхивали лазурные молнии с раскатами грома. Это выглядело так, словно из облаков рождался грозный злобный зверь. Внезапно на вершине горы во вспышке черного света появилась черная формация размером более 100 футов. Затем оттуда появилось 2 человекоподобные фигуры. Одна из них была стройной женщиной, из тела которой струился черный свет, а другая — молодым человеком в лазурной одежде с обычной внешностью. Эти двое были никем иным, как Му Цин и Хань Ли. В момент, когда они оба появились, в воздухе над ними разразился громкий раскат грома, после чего в темные облака забурлили. Вслед за этим в облаках вспыхнули бесчисленные лазурные дуги молний, создавая потрясающее зрелище. Му Цин посмотрела в небо со спокойным выражением лица и сказала: «Какое совпадение, что твоя небесная трибуляция наступила в такое время. Ты обладаешь божественной дьявольской молнией и достиг элементарного уровня овладения ею, так что ты сможешь с легкостью преодолеть эту трибуляцию. Это также будет хорошей возможностью еще больше отточить твою склонность к молнии, и это будет весьма полезно для улучшения твоего владения божественной дьявольской молнией. Сейчас я оставлю все на твое усмотрение». Сказав это, Му Цин внезапно исчезла во вспышке яркого света. Таким образом, Хань Ли был единственным, кто остался на вершине горы. В этой ситуации он мог только криво улыбнуться. Он никогда бы не подумал, что при таких обстоятельствах его настигнет вторая незначительная небесная трибуляция в мире духов. К счастью, он регулярно принимал таблетки земного очищения, поэтому был хорошо подготовлен к этой трибуляции. Первые обрушившиеся на него молнии были обычными лазурными небесными молниями, они чрезвычайно устрашающими двухцветными молниями трибуляции. Несмотря на это, Хань Ли не осмелился расслабляться. В конце концов, это была его вторая незначительная молниеносная трибуляция, и это, конечно, не было тем, над чем можно было бы смеяться. Хань Ли открыл рот и выплюнул небольшой лазурный котел,
и в то же время он положил руку на затылок и вызвал вспышку серого света, которая создала световой барьер вокруг его тела. После этого он издал низкий крик, и обе его руки сжались в кулаки. С грохотом из его тела вырвались бесчисленные дуги золотых молний и устремились к небу. Спустя несколько мгновений образовалась золотая сеть молний, и она была даже более ослепительной, чем молния трибуляции, сиявшая наверху. В то же время стало появляться все больше и больше дуг лазурных молний, и их яркость усиливалась с угрожающей скоростью. Наконец, бесчисленные дуги лазурных молний с безрассудной силой обрушились прямо на Хань Ли. Дуги молнии толщиной с человеческие пальцы хлынули проливным дождем, врезавшись в сеть золотых молний. Хань Ли сделал печать заклинания, и на поверхности сети молнии с грохотом появилась размытая золотая руна и превратилась в вихревые полосы золотого света. Затем произошла странная сцена. Как только лазурные дуги молний соприкоснулись с золотыми вихрями света, первые совершенно беззвучно растворились в них, словно молниеносная трибуляция была поглощена ими. Тысячи дуг лазурных молний были схвачены таким образом за считанные секунды, в то время как небольшая часть из них с грохотом ударила в золотую сеть молний и отклонилась. Прошла первая волна трибуляции, и Хань Ли даже глазом не моргнул, с легкостью выдержав эту первую волну. Глава 1468. Захват молнии. После того, как Хань Ли поглотил столько лазурных молний небесной трибуляции, золотая сеть над головой Хань Ли увеличилась в несколько раз до своего первоначального размера, охватив область размером более 200 футов. Как только первая волна молниеносной трибуляции стихла, вверху появились еще более толстые лазурные молнии и обрушились на него второй волной. Хань Ли сделал печать заклинания руками и протянул палец, быстро что-то нацарапав в воздухе кончиком пальца. Вспыхнул золотой свет, и в воздухе появилась мерцающая золотая руна. После этого грянул мощный раскат грома, и руна превратилась в золотую молнию, устремившуюся в воздух. Затем золотая дуга молнии мгновенно исчезла в золотой сети молний, заставив всю сеть дрожать. Шары света, парящие в сети золотых молний, сходились к одному и тому же месту, образуя огромное пространство золотого света, внутри которого беспорядочно мерцали руны. В эту долю секунды вторая волна лазурных молний уже спускалась с разрушительной мощью. Снова произошла та же ситуация. Мощные молнии лазурной молнии быстро, бесследно исчезли в бескрайних просторах золотого света. Однако вторая волна молний трибуляции была намного мощнее первой, о чем свидетельствовал тот факт, что огромное пространство золотого света яростно дрожало от ударов молний, в то время как золотая сеть молний продолжала расширяться. Спустя несколько мгновений в золотом свете наконец начала появляться серия трещин, которые медленно подавляла молния трибуляция. Без золотого света, что был препятствием, молниеносная трибуляция стала напрямую поражать молниеносную сеть. Двое молний столкнулись, и золотой и лазурный свет с грохотом переплелись между собой. Несмотря на то, насколько свирепо мощными были удары небесных молний, золотая сеть молний оставалась непоколебимой, сдерживая большую часть лазурных молний. Случайные и редкие удары небесных молний, которым удавалось проскользнуть сквозь них, были побеждены эссенцией божественного света Хань Ли. Стоя на вершине горы, Хань Ли посмотрел на темные облака над головой, но не проявил никакого намерения выпустить свою божественную дьявольскую молнию. Казалось, он думал о каком-то другом образе действий. Через некоторое время золотая сеть молний была наконец разрушена, и вторая волна молний скорби также прекратилась. Однако темные облака в небе только усилились, и в течение нескольких мгновений вверху появились шары лазурной молнии. Каждый шар был размером с человеческий кулак, и они явно были наделены гораздо большей силой, чем удары молнии предыдущей волны трибуляции. На лице Хань Ли появилось более серьезное выражение, и одна из его рук стала белой, а другая — черной. Затем он поднял обе ладони вверх. Внезапно серый свет над его головой застыл, после чего внутри него всплыла проекция миниатюрной черной горы. Почти в тот же момент над серым светом показались 5 черепов размером с колесо телеги, и все они одновременно открыли рты. Из их челюстей вырвалось пятицветное пламя, мгновенно создав защитный барьер над эссенцией божественного света. Затем Хань Ли вскрикнул, и миниатюрный лазурный котел над его головой увеличился более чем в 10 раз по сравнению с первоначальным размером во вспышке яркого духовного света, превратившись в огромный котел размером около 10 футов. Лазурный свет с грохотом обрушился на котел. Третья волна молниеносной трибуляции безжалостно обрушилась на Хань Ли. Шары лазурных молний были подобны огромным кускам града и были намного страшнее, чем две предыдущие волны небесных молний. Тем не менее, Хань Ли смог противостоять двухцветной молниеносной трибуляции, даже когда он был только на ранней стадии божественной трансформации, поэтому он, конечно, не был обеспокоен этими лазурными шарами молнии. Шары молнии врезались в пятицветное пламя, и развернулась невероятная сцена.
все шары молний стали необычайно замедлились, попав в пятицветное пламя, как если бы они оказались в ловушке. В мгновение ока более 100 шаров молнии застыли в воздухе. Хань Ли сделал печать заклинания, и из миниатюрной проекции горы появился серый свет, сметая все шары молнии. В то же время из массивного котла внизу вырвался яркий лазурный свет, и все шары молнии появились в отверстии котла. Затем из котла вырвались бесчисленные лазурные нити, увлекая все шары молнии в котел. Увидев это, на лице Хань Ли появилась легкая улыбка. Через час темные облака в воздухе рассеялись, и молниеносная трибуляция подошла к концу. Хань Ли уже вернулся в секретную комнату пещеры древесной эссенции. Он сидел, скрестив ноги, на футоне, а перед ним парил маленький лазурный котел. Крышка котла уже была снята, и внутри мерцало электричество, а иногда доносились раскаты грома. Хань Ли какое-то время смотрел на котел, а затем приманил его к себе. Он похлопал рукой по котлу, и тот задрожал, образуя шар молнии размером с яйцо. Шар молнии беспорядочно вспыхивал, но не мог вырваться из лазурных нитей, которыми он был связан. Это была молния небесной трибуляции, которую добыл Хань Ли. Эта молния, естественно, не могла сравниться с золотой и серебряной небесной молнией, которую он поймал в прошлом, но она все равно была намного мощнее обычной молнии. Получив такую возможность, Хань Ли, естественно, собирался получить как можно больше этой молнии, чтобы усовершенствовать немного молниеносных бусин. Одна или две молниеносные бусины могли, возможно, представлять угрозу только существам на стадии пространственного закаливания, но будь у него с дюжина молниеносных бусин, то даже культиватора стадии интеграции тела были бы вынуждены отступить. За исключением первых 2 волн небесных молний, все последующие молнии были втянуты в небесный котел. Лазурной молнии было достаточно, чтобы обработать несколько десятков бусин за раз. Однако из-за силы самой небесной молнии эти молниеносные бусины должны были быть немного хуже по сравнению с теми, которые он делал в прошлом. Тем не менее, имея в своем распоряжении такое количество молниеносных бусин, они могут служить одним из его козырей перед лицом непредвиденных угроз. Несмотря на то, что эта небесная трибуляция не представляла для него никакой угрозы, каждая последующая трибуляция была более разрушительной, чем предыдущая. По его оценкам, он сможет преодолеть еще 7 или 8 трибуляций такого рода, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля. Что касается великих небесных трибуляций, постигших существ в стадии пространственного закаливания, даже первые из таких трибуляций были чрезвычайно опасными, и за всю историю было множество таких случаев, когда существа стадии пространственного закаливания погибали во время своей первой великой небесной трибуляции. Однако Хань Ли не стоило беспокоиться о том, что будет в будущем. Сейчас ему было лучше сосредоточиться на плане побега. Выражение лица Хань Ли снова стало мрачным, когда он задумался об опасностях, с которыми ему предстоит столкнуться в будущем. За последний год Му Цин действительно сделала все, что в ее силах, чтобы обучить его. Кроме того, он сам довольно хорошо умел использовать молнию, поэтому добился устойчивого и быстрого прогресса. Оказалось, что для него не будет проблемой выполнить требования Му Цин в течение 2 лет. Возможно, именно из-за этого Му Цин в последнее время была намного более доброжелательна к нему, и после обучения способом овладения божественной дьявольской молнией, она также иногда отвечала на некоторые вопросы о культивации. С ее уровнем культивации было совершенно естественно давать руководство в культивации, и это было чрезвычайно бесценно для простого культиватора божественной трансформации, как Хань Ли. Тем не менее, Хань Ли, естественно, не собирался позволить себя заключить в тюрьму только из-за улучшенного отношения, которое он получил. За это время он несколько раз обходил гору, чтобы найти какие-либо дыры в ограничении, а также исследовал потенциальные методы, чтобы стереть 4 метки на своем теле. Если бы он смог найти решение этих 2 проблем, он бы сбежал. Однако результаты его усилий были обескураживающими. Ограничения вокруг пещеры древесной эссенции были невообразимыми, превратив всю пещеру в массивную клетку, из которой ему просто не было выхода. Конечно, это не означало, что он не мог разрушить ограничения силой. В конце концов, объединенные силы эссенции божественного света и поглотившего небесное пламя духа были чрезвычайно эффективны в этом отношении. Однако, если бы он попытался сделать это, Му Цин немедленно узнал бы о том, что он задумал, и для него бы все плохо кончилось. Разобраться с метками на теле, оставленными 4 демоническими монархами, было еще сложнее. Метки, казалось, пустили корни на его теле и отказывались исчезать, чтобы он не пытался сделать. Единственный способ — использовать зарождающееся пламя внутри его тела, чтобы медленно стирать метки, но, поскольку эти метки были оставлены 4 демоническими монархами стадии интеграции тела, избавиться от них было не так просто, не говоря уже о том, заметят ли демонические монархи, что он делает, даже если он пойдет на огромный риск и насильственно очистит метки. Ему все равно потребуется как минимум 3 или 4 года. Таким образом, он чувствовал себя довольно подавленным. Однако Хань Ли определенно был необычным человеком,
и ему удалось разработать реальную стратегию. В ужасной ситуации он мог использовать силы своей эссенции божественного света и божественной дьявольской молнии, чтобы временно замаскировать 4 метки на своем теле. Хань Ли не пробовал использовать этот метод, чтобы увидеть, сработает ли это, поскольку это, скорее всего, предупредит 4 демонических монархов, но с его пониманием этих двух своих способностей он предположил, что существует как минимум 70% вероятность, что все сработает. Конечно, этот маскирующий эффект будет работать временно. Как только 4 демонических монарха почувствуют, что он делает, они смогут принудительно активировать отслеживающие метки с определенного расстояния, и он, скорее всего, не сможет долго скрываться. Таким образом, это было последнее средство. Хань Ли глубоко вздохнул, словно пытался избавиться от всех разочарований в своем сердце. Затем он бросил миниатюрный котел из рук вперед и приготовился начать изготавливать молниеносные бусины. Несмотря на то, что это было место, где когда-то культивировала Му Цин, он установил здесь ограничения, чтобы не бояться, что она сможет увидеть, что он делает. Таким образом, в секретной комнате раздался громкий раскат грома, и Хань Ли приступил к изготовлению одной молниеносной бусины за другой. Несколько дней спустя полоска зеленого света пролетела над близлежащим садом, а затем мгновенно исчезла за дверями секретной комнаты Хань Ли. Только спустя долгое время двери открылись, и Хань Ли вышел изнутри с нахмуренными бровями и странным выражением лица. Сейчас не был день его еженедельного урока, так почему же Му Цин вызвала его с помощью талисмана передачи голоса? Такого никогда не случалось за последний год. Таким образом, Хань Ли медленно двинулся по дорожке с замешательством в своем сердце. В его браслете для хранения уже было более 30 дополнительных молниеносных бусин размером с большой палец, и все они переливались лазурным цветом. Хань Ли исчерпал большую часть небесных молний, которые он добыл для изготовления этих бусинок молний, и, если бы не талисман передачи голоса Му Цин, он готовился очистить все небесные молнии в своем небесном котле за раз. Когда Хань Ли, наконец, вошел в зал, он с удивлением обнаружил, что в холле сидит не только Му Цин, но и фигура в малиновой мантии. Эта фигура в малиновой мантии была никем иным, как Ди Сюэ. «Друг Хань, господин даосист Ди Сюэ пришел повидаться с тобой», сказала Му Цин спокойным голосом, держа в руке чашку. Глава 1469. Гора кровавого пламени. «Ты искал меня, старший?» В глазах Хань Ли промелькнула тень удивления. «Верно, я действительно здесь, чтобы увидеть тебя. Ты забыл про мою передачу голоса год назад?» Голос Ди Сюэ был таким же резким и металлическим, как всегда. «Конечно, нет. Что я могу сделать для тебя, старший?» Хань Ли чувствовал себя немного не в своей тарелке, но он, естественно, не собирался притворяться, что не понимал, в чем дело. «Ты слышала его, фея Му?» «Младший Хань согласился помочь мне добровольно, так что ты не можешь мне отказать», усмехнулся Ди Сюэ. «Я не собиралась отказывать, но я уверена, что ты хорошо знаешь, что сейчас главный приоритет для господина Ханя как можно скорее овладеть своей божественной дьявольской молнией. Таким образом, я не могу отпустить его на 3 месяца, максимум на месяц. Иначе ты будешь слишком мешать его прогрессу», спокойно ответила Му Цин, отхлебнув глоток чая. «1 месяца недостаточно, чтобы закончить мое дело. Марионетки, которые я изготавливаю, также чрезвычайно важны, и их нельзя откладывать. Как насчет этого? Отпустите его на 2 месяца». «Это должно быть достаточно», — сказал Ди Сюэ. «Я могу отдать его тебе максимум на 1,5 месяца, не более». Холодным голосом возразила Му Цин. Ди Сюэ на мгновение помолчал, а затем кивнул: «Хорошо, 1,5 месяца. Однако тогда мне придется позаимствовать вашу транспортную формацию. С этим нет проблем. Я телепортирую вас обоих прямо на гору кровавого пламени, но ты лично должен мне его вернуть». Услышав это, голос Му Цин немного смягчился. «Ха-ха, сделаем это. Пойдем со мной, брат Хань», Ди Сюэ весело фыркнул, вставая на ноги. Более чем полдня спустя черный свет вспыхнул от транспортной формации на темной каменной платформе перед Черной горой на 5-м уровне земной бездны. Там появились 2 человеческие фигуры, и, естественно, они были никем иным, как Хань Ли и Ди Сюэ. Как только Хань Ли оправился от приступа головокружения, он осмотрелся вокруг и обнаружил, что рядом с транспортной формацией стоит еще одна фигура в малиновой мантии. Как только фигура в малиновой мантии увидела Хань Ли, она захихикала: «Наконец-то ты здесь, господин даосист Хань. 4 моим фиолетовым кровавым марионеткам требуется инъекция силы твой божественной дьявольской молнии. Они послужат важной цели, когда мы добираемся до Адской реки. Фиолетовые кровавые марионетки». Сердце Хань Ли дрогнуло от услышанного. «Хе-хе, я расскажу тебе о конкретных деталях. Как только мы доберемся туда». Фигура в малиновой мантии вела себя очень вежливо, предположительно потому, что ему требовалась помощь Хань Ли.
Хань Ли, естественно, не собирался возражать и молча поплелся к Черной горе за двумя фигурами в малиновых одеждах. Эта гора была около 50 тысяч футов в высоту, и две фигуры в малиновых одеждах вели Хань Ли к точке на полпути к горе. В конце концов, они прибыли на невзрачный обрыв на высоте более 1000 футов. Одна из фигур в малиновых одеждах шагнула вперед и сжала одну из рук в кулак. Затем она начала повторять какое-то заклинание и вдруг резко подняла свою руку. Вслед за этим произошла невероятная сцена, полностью ошеломившая Хань Ли. С оглушительным грохотом вся скала задрожала, и во вспышке черного цвета появилась гигантская, покрытая мхом, каменная голова змея. Голова змея резко открыла свои огромные глаза, обнажив пару красных глазных яблок. Она окинула холодным взглядом Хань Ли и две фигуры в малиновых одеждах, затем открыла пасть, раскрывая сверкающим белым светом проход. «Входите», — равнодушным тоном сказал один из одетых в малиновой мантии, а затем направиться в коридор. Хань Ли собрался с силами и, слегка прищурившись, осмотрел змея, а затем вошел в проход. Внутренний проход был удивительно просторным, его высота составляла около 50 футов, а все стены были вымощены угловатыми черными камнями. В стены через равные промежутки времени были встроены фосфорисцирующие бусины размером с большой палец, освещающие путь, уходящий глубоко в самое сердце горы. Две фигуры в малиновых одеждах молча шли бок о бок с того момента, как вошли в коридор. Пройдя через проход и спустившись более чем на 1000 футов под землю, они достигли развилки из 8 полностью идентичных входов, расположенных рядом друг с другом на большом участке пустой земли. Для Хань Ли это было довольно неожиданным зрелищем. Однако ни одно из двух существ в малиновых одеждах, не останавливаясь ни на мгновение, вошло в один из проходов. Казалось, внутри горы было проложено бесчисленное множество туннелей, что делало это место похожим на огромный дьявольский лабиринт. В этих тоннелях можно было время от времени мельком увидеть марионеток разных форм и размеров, каждая из которых была вооружена разными типами массивных клинков, патрулируя свои участки. Некоторые из этих марионеток были сделаны из металла и переливались золотым светом, некоторые были мутно-серого цвета, построенные из камней, а также были несколько подвижных марионеток, вырезанных из духовного дерева. Все эти марионетки испускали поразительное духовное давление, и было даже несколько особых марионеток, которые обладали силой стадии божественной трансформации. Хань Ли был весьма удивлен увиденным. Он мог сказать, что мастерство Ди Сюй в искусстве изготовления марионеток определенно превосходило мастерство монарха расщепления души. Конечно, это не означало, что Ди Сюй обладал гораздо более высокими способностями, чем монарх расщепления души в искусстве изготовления марионеток. Ди Сюй обладал уровнем культивации на стадии интеграции тела, а в мире духов можно было найти огромное количество материалов и ресурсов, которые нельзя было добыть в мире людей, поэтому несправедливо было сравнивать этих двоих. Пройдя через эту похожую на лабиринт структуру с двумя фигурами в малиновых одеждах, Хань Ли, наконец, вышел в пещеру с раскаленным малиновым озером внизу. Это было естественное подземное озеро лавы. На поверхности озера плавал малиновый дворец, и хотя это был не очень большой дворец, его размер все равно превышал 10 тысяч футов. Весь дворец источал ошеломляющую кровавую ауру, но его конструкция была абсолютно изысканной. К вершине дворца был прикреплен массивный малиновый кристалл размером в несколько футов, который излучал яркий малиновый свет. Хань Ли невольно дрогнул при виде этого. Этот кристалл почти сразу вызвал воспоминания о странном кристалле, который Хань Ли видел на башне духовной печати священного города расы Тяньпэн. Этот кристалл был таким же массивным и загадочным. Казалось, что на эти кристаллы должны были быть наложены какие-то чрезвычайно мощные ограничения. Фигуры в малиновых одеждах внезапно спустились, приведя Хань Ли к краю лавового озера. Один из них взмахнул рукавом, и оттуда сразу же вылетел желтый колокольчик, приземлившись ему на руки. Вслед за этим раздался звон колокольчика, и как только Хань Ли услышал этот звук, его сознание сразу же начало колебаться, и его поразило чувство слабости. Его сердце содрогнулось от шока, и он поспешно активировал свою технику великого развития, чтобы рассеять эти изнурительные эффекты. Затем он поспешно отступил на шаг и с настороженностью оценил две фигуры в малиновых одеждах. Он не верил, что эти двое внезапно попытаются убить его здесь, но не собирался терять бдительность. Одна из фигур в малиновой мантии немедленно обернулась на Хань Ли с холодным выражением лица, и в его глазах мелькнуло удивление, увидев способность Хань Ли сохранять ясность ума. Прямо в этот момент багровая лава внизу взбурлила, и оттуда появился гигантский зверь длиной около 100 футов. Это был зверь с панцирем, похожий на гигантскую черепаху, но у него были 3 головы лося со странными яркими красными крыловидными рогами. Зверь, казалось, был вызван колоколом и сразу же поплыл к Хань Ли и остальным, как только появился из лавы.
Это зверь-хранитель моих ворот, хаотический черепаший зверь. Он с рождения обладает духовным телом и может выпускать 3 разных типа духовного пламени. Он чрезвычайно силен, когда находится в его естественной среде обитания, лаве, и нам бы потребовалось немало сил, чтобы войти в мой дворец кровавого пламени, если мы решили сразиться с ним, усмехнулась одна из фигур в малиновых одеждах. Я действительно трепещу перед твоими исключительными способностями, старший. Сразу же сказал Ханли, как только услышал его. Затем он взглянул на озеро лавы, и в его глазах вспыхнул синий цвет, а выражение на лице резко изменилось. С помощью своих глаз духовного прозрения он смог увидеть, что впереди были бесчисленные прозрачные нити, переплетающиеся между собой, чтобы охватить все озеро лавы внизу. Один конец этих нитей был соединен с гигантским кристаллом на вершине дворца, и если бы кто-то безрассудно полетел вниз, не подозревая о наличии этих нитей, он, скорее всего, был бы разорван на 1000 кусочков. Губы Ханли дернулись, и он резко вздохнул, сделав это открытие. В этот момент хаотический черепаший зверь прибыл к берегу и открыл все 3 свои пасти, издав странный крик, похожий на кваканье лягушки. Одна из фигур в малиновых одеждах подняла руку при виде этого, и из его ладони вырвался черный шар размером с кулак, содержащий в себе кровавую ауру. Одна из голов демонического зверя раскрыла пасть и, проглотив черный шар, выпустила вспышку красного света. Затем 3 головы в унисон испустили низкий крик, по-видимому, в знак радости и восторга. После этого зверь развернулся и положил толстый хвост на берег озера, чтобы служить мостом. 2 фигуры в малиновых одеждах забрались вдоль хвоста на спину существа, затем повернулись лицом к Ханли. Ханли тяжело вздохнул и последовал за ними. Одна из фигур в малиновых одеждах снова взмахнул желтым колоколом, и хаотический черепаший зверь быстро поплыл к дворцу кровавого пламени в центре озера. Озеро было не очень большим, и прошло всего несколько секунд, прежде чем зверь достиг дворца. Все 3 сразу же поднялись в воздух и полетели к воротам дворца. Не успел Ханли спуститься на землю, как ворота дворца резко открылись изнутри, и из них появилось 2 группы существ. Одна группа была одета в красные доспехи и держала в руках огненные алебарды, а тела их были покрыты палящим пламенем. Другая группа состояла из невооруженных черных теней, окутанных облаками серого тумана. Ханли направил к ним свое духовное чутье и обнаружил, что эти 2 группы существ, похоже, обладают признаками жизни, поэтому они не были похожи на марионетки. 2 группы странных существ сразу двинулись вперед и почтительно поклонились 2 фигурам в малиновых одеждах. «Откройте дворец иньского пламени, я тепло поприветствую господина Даосиста Ханя», приказала одна из фигур в малиновых одеждах. Услышав это, 2 группы существ немедленно начали действовать. Большинство из них бросилось обратно во дворец, а оставшиеся разделились на 2 аккуратные шеренги, почтительно встав по обе стороны от ворот. За все время ни один из них не произнес ни единого слова, и казалось, что все они были не способны говорить. Выражение лица Ханли осталось неизменным, но при виде этого в его сердце вспыхнуло недоумение. Глава 1470. Духовные слуги. Пока Ханли оценивал этих странных существ, одна из фигур в малиновых одеждах внезапно спросила: «Тебя интересуют мои духовные слуги, господин Даосист Хань?» Духовные слуги. «Простите меня за мое невежество, старший, я впервые слышу о таких вещах», — честно ответил Ханли. «Хе-хе, неудивительно, что ты не слышал об этом. Эти духовные слуги — тип полумарионеток, которые я усовершенствовал», — хихикнула фигура в малиновой мантии с намеком на самодовольство в голосе. «Полумарионетки. Я действительно хотел бы узнать о них больше», — сказал Ханли с намеком на удивление в глазах. «Ты, кажется, очень заинтересовался этими духовными слугами. Кажется, ты знаком с искусством создания марионеток? Я был бы рад дать тебе рекомендации, но сначала пройдем во дворец иньского пламени», — вмешалась другая фигура в малиновых одеждах. Ханли, естественно, не собирался возражать и просто кивнул в знак согласия. Таким образом, группа вошла во дворец, и ворота медленно закрылись за ними. Хаотическая черепаха, оставшаяся за пределами дворца, также снова исчезла в лаве. Через некоторое время Хань Ли и 2 фигуры в малиновых одеждах появились в просторном зале площадью более 1000 футов. Все в зале было построено из какого-то странного черно-красного нефрита, и при соприкосновении с этим материалом Хань Ли ощутил обжигающее чувство, которое затем превратилось в поток ледяной прохлады. Это был довольно интересный материал. Хань Ли был весьма заинтригован, почувствовав, как чередующиеся ощущения тепла и холода проникают в его тело из нефритового стула, на котором он сидел. В этот момент он находился с одной стороны зала, а 2 фигуры в малиновых одеждах, естественно, сидели вместе в центре. Нефритовые столы перед ними троими были завалены экзотическими фруктами и восхитительными винами,
а в стороне стояли человекоподобные фигуры, окутанные розовым туманом, помогая им при необходимости. Каждый раз, когда кто-то допивал вино в своей чашке, одна из человекоподобных фигур с уважением подливала новую порцию. Эти фигуры в розовом тумане отличались от тех, что были окутаны серым туманом. Мало того, что все они были довольно стройными, туман вокруг них источал приятный аромат, который вызывал у каждого чувство расслабления. На таком близком расстоянии Хань Ли, естественно, невольно загляделся на этих духовных слуг, и на его лице появилось задумчивое выражение. «Ты уже узнал секрет моих духовных слуг, брат Хань?» Одна из фигур в малиновых одеждах допила свою чашу вина и повернулась к Хань Ли с намеком на улыбку в голосе. «Боюсь, я смог определить только то, что эти существа кажутся духами, но также похожи на предметы, но в то же время ни на что не похожи». «Кажется, это за пределами моего понимания», — с улыбкой ответил Хань Ли. «Ты не ошибся. Духовные слуги — это действительно существа, которые представляют собой смесь духов и объектов. Они обладают душами, и их действия кажутся идентичными действиям обычного человека, но большая часть того, что они делают, является просто инстинктивным поведением, и они управляются мной с помощью секретной марионеточной техники. Что касается того, как они возникли, я обнаружил два типа духовных тел на горе Кровавого Пламени, которые были не способны обрести разум, и я сделал из них марионеток. Одна из малиновых фигур дала объяснение, наконец раскрыв происхождение этих духовных слуг Хань Ли. Объединение духовных тел с марионетками. Выражение лица Хань Ли дрогнуло от услышанного, и он сразу же вспомнил, как однажды объединил свою вторую зарождающуюся душу со своей человекоподобной марионеткой. В самом деле, эти духовные тела еще не проявили собственной души, поэтому они чрезвычайно послушны, но при этом обладают определенным уровнем духовной природы, что позволяет им выполнять некоторые простые инструкции. Вдобавок к этому они могут сливаться с марионетками, так что они идеально подходят для создания духовных слуг. Именно из-за этого я решил навсегда поселиться на горе Кровавого Пламени, объяснила фигура в малиновой мантии. Это также результат вашего мастерства в искусстве создания марионеток, старший. В противном случае, даже если бы другие смогли найти такие духовные тела, они не смогли бы превратить их в марионеток. Дисюэ объяснил процесс довольно простым, но влить духовное тело в марионетки было чрезвычайно сложно. Как человек, который сам разбирался в искусстве создания марионеток, Хань Ли, естественно, хорошо это понимал. Таким образом, эти слова похвалы были действительно искренними. Две фигуры в малиновых одеждах переглянулись между собой, и одна из них предложила: «Если хочешь, я могу научить тебя секретной технике, необходимой для превращения духов в предметы». «Я еще ничего не сделал для вас, старший. Как я могу попросить награду, которую не заслуживаю?» Хань Ли был довольно удивлен, и на его лице появилась тень сомнения. «Ха-ха, это всего лишь небольшая уловка, которую мне удалось придумать в свободное время. Тебе не нужно быть таким вежливым, брат Хань. Мне понадобится большая помощь с твоей стороны в следующие 1,5 месяца, и я надеюсь, что ты поможешь мне в меру своих возможностей», — с улыбкой сказала одна из фигур в малиновых одеждах, его тон стал еще более вежливым. Таким образом, Хань Ли оставалось принять это подношение только с благодарностью. «Старший Дисюэ, раз уж я уже здесь, не могли бы вы сказать мне, как я могу помочь вам в усовершенствовании ваших марионеток?» — спросил Хань Ли. «Не торопись. Ты только что прибыли в мой дворец Кровавого Пламени, так что должен выпить сколько душе угодно, а затем хорошо отдохнуть. Мы можем обсудить эти вопросы завтра». Фигура в малиновой мантии махнула рукой, отбросив его вопрос в сторону. Хань Ли мог только подчиниться с кривой улыбкой и выпить еще одну чашку вина. Внезапно одна из фигур в малиновых одеждах несколько раз хлопнула в ладоши, и снаружи послышались шаркающие шаги. Внезапно в воздухе появился странный аромат, и в комнату вошли 12 красивых молодых женщин в разноцветных платьях. Хань Ли бросил взгляд на слабый розовый туман, исходящий от тел этих женщин, и быстро понял, что они из себя представляют. Эти женщины также были духовными слугами, как и другие существа, окутанные розовым туманом в комнате. Однако розовый туман на их телах стал очень тусклым, тем самым раскрывая их истинный облик. Хань Ли не знал, из каких материалов были сделаны их тела, но, судя по их внешнему виду и цвету лица, они выглядели как обычные женщины из расы летающих духов, и у них даже было по паре лазурных крыльев на каждой из спинок. Вспышка синего света появилась в глазах Хань Ли, но он не смог обнаружить какие-либо иллюзорные методы, скрывающие тело этих женщин, так что это действительно была их истинная внешность. Хань Ли был весьма удивлен, что эти марионетки могли так сильно походить на настоящих живых существ. Когда он был в человеческом мире, его человекоподобная марионетка на поздней стадии зарождающейся души смогла обмануть других, заставив думать, что это было живое существо, отчасти из-за того, что ее кожа была сделана из драгоценного материала, известного как мягкий духовный нефрит, который очень напоминал человеческую кожу.
Вдобавок ко всему, очень немногие культиваторы в мире людей могли использовать свое духовное чутье, чтобы оценить истинную природу марионетки на поздней стадии зарождающейся души, поэтому она сбивала с толку своих врагов, делая их неспособными сказать, действительно ли это был настоящий человек или нет. Однако тела этих духовных слуг явно не были созданы из мягкого духовного нефрита. Даже когда он пытался исследовать этих женщин своим духовным чутьем, его духовное чутье каким-то образом удерживалось. Таким образом, Хань Ли глубоко задумался, глядя на этих женщин. Если бы ему нужно было найти разницу между этими женщинами и обычными людьми, то он мог бы только сказать, что свет в их глазах был немного тусклым, что, по-видимому, указывало на небольшое отсутствие духовной природы по сравнению с обычным человеком. Пока Хань Ли с удивлением рассматривал этих женщин, несколько молодых людей, также окутанных слабым серым туманом, появились по обе стороны зала. У всех были прекрасные и тонкие черты лица, и они сели на землю, держа в руках серию странных музыкальных инструментов. Спустя несколько мгновений в зале заиграла восхитительная музыка, а красивые женщины устроили завораживающий танец. Их разноцветные платья порхали в воздухе, дополняя грациозность их танца, распространяя источаемый ими своеобразный аромат во все стороны. Хань Ли неподвижно сидел в своем кресле и, казалось, был полностью очарован этими великолепными танцующими фигурами, слегка прищурив глаза. Две фигуры в малиновых одеждах взглянули на Хань Ли уголками глаз и переглянулись между собой, увидев опьянение Хань Ли. Через некоторое время музыка прекратилась, и 12 женщин также неподвижно застыли на месте. «Что ты думаешь об этих духовных танцовщицах, господин Даосист Хань?» Хотя они и не являются духовными слугами-хранителями, все они владеют сотнями видов редких танцев, и мне потребовалось немало усилий, чтобы их усовершенствовать, внезапно с улыбкой сказала одна из фигур в малиновых одеждах. Они действительно весьма необычны. По крайней мере, я не могу отличить их от настоящих живых существ, похвалил Хань Ли в ответ. Хе-хе, раз уже они тебе нравятся, я дам тебе в подарок 12 духовных танцовщиц и 24 духовных музыканта, с улыбкой сказала фигура в малиновой мантии. Затем другая фигура в малиновой мантии подняла руку перед удивленными глазами Хань Ли и быстро замахала пальцами в сторону танцоров и музыкантов. Перья малиновых нитей вылетели из его ладони, мгновенно протыкая всех духовных слуг. После того, как багровые нити были извлечены, все духовные слуги упали на землю, совершенно неподвижно, как если бы они действительно стали неодушевленными предметами. В этот момент фигура в малиновой мантии сделала хватательное движение другой рукой. Все эти духовные слуги мгновенно сжались до деревянных марионеток размером всего около дюйма каждая, а затем влетели на стол Хань Ли и выстроились в линию. Я снял печать с тел этих духовных слуг. Тебе нужно только снова усовершенствовать их с помощью секретной техники, которую я собираюсь тебе дать, и ты сможешь контролировать их, усмехнулась фигура в малиновой одежде. Я не могу принять этот подарок, старший, я не сделал ничего, чтобы его заслужить. Со своеобразным выражением на лице сказал Хань Ли, глядя на ряд деревянных кукол на своем столе. Хе-хе, это всего лишь несколько маленьких игрушек, так что не стесняйся принять этот подарок. Может быть, ты не хочешь принимать их, потому что считаешь их недостойным подарком. Выражение лица в малиновой мантии слегка потемнело. Выражение лица Хань Ли немного изменилось от услышанного, и с кривой улыбкой на лице он поспешно сложил кулак в знак приветствия. В таком случае мне придется принять вашу доброту, старший. Таким образом, он провел рукавом по столу, и во вспышке лазурного света все духовные слуги исчезли. Ха-ха, тебе следовало принять их с самого начала. Вот секретная техника введения духа, о которой я говорил ранее. Ты можешь взять ее и хорошенько взглянуть на нее сегодня вечером. Будет хорошо, если ты сможешь овладеть этой техникой, хихикнула фигура в малиновой мантии, удовлетворенно кивнув, а затем подняла руку и отправила черную бамбуковую трубку в полет к Хань Ли. Спасибо, старший. Видя, что эти двое, по сути, навязывали ему эти подарки, Хань Ли не предпринимал дальнейших попыток отклонить их и сделал хватательное движение, чтобы поймать объект в свои руки.